Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы с вами приготовим замечательный десерт. Можно назвать его суфле, можно назвать его конфеты, как угодно можно назвать. Суть в том, что для его приготовления нужно минимум продуктов. Это может быть ягода замороженная или варенье, которое вам уже надоело и нужно его куда-то использовать. Нужно всего 2 ингредиента. Итак, приступим. Я возьму глубокую миску. У меня замороженная клубника, но не просто клубника, а кусочки ягоды протертой клубники. Вот посмотрите. В протертую клубнику я немножко сахара добавила, ну а ягоды просто замороженные. Переливаю это дело в чашку стеклянную и погруженным блендером нужно измельчить до однородности. Я уже сказала в начале, что это может быть любая ягода, это может быть любое варенье, даже любое фруктовое пюре. Так, все. До однородной массы ягоду перебила. Значит, здесь у меня получается 2 стакана размолотых ягод. Если у вас не ягода, а варенье, либо протертая там смородина, либо еще какая ягода, то все, что я буду дальше рассказывать, это на пропорцию 2 стакана. Так как у меня сахар уже был, я добавлять сахар не буду. Если вы готовите из замороженной ягоды кислой, то на каждый стакан ягоды 100 грамм сахара. Если здесь 2 стакана протертых ягод, значит 200 грамм сахара. Я сахар добавлять не буду. Кроме этого, если вы хотите кислинку, можно добавить столовую ложку лимонного сока. Но опять же, у меня клубника с кислинкой, поэтому я ничего больше добавлять не буду. То есть я протерла ягоду, теперь в нее нужно добавить желатин. Желатин можно взять быстрорастворимый, а можно обычный. Если вы берете желатин обычный, то предварительно нужно его намочить, чтобы он набух. Если берете желатин быстрорастворимый, то можно его сразу высыпать в ягоду. На 2 стакана ягоды нужно 40 грамм желатина. У меня так получилось, что у меня быстрорастворимого желатина 30 грамм и 10 грамм я намочила. Высыпаю желатин в ягоду. Размешиваем, насколько это возможно. Раствориться он, конечно, не растворится, желатин, но чтобы разошелся по этой массе. И сейчас будем ставить эту чашку на водяную баню до растворения желатина. Ни в коем случае кипятить нельзя, то есть нужно нагреть примерно градусов до 80. Для этого я возьму кастрюлю, налью воды в кастрюлю, поставлю ее на плиту и на кастрюлю чашку. Все. Теперь вот так помешивая, будем растворять желатин. Ну вот, друзья, желатин растворился, но пока что это вот у нас смесь горячеватая. Нужно, чтобы она остыла примерно до 30 градусов. И тогда будем работать с ней дальше. Отставлю ее пока в сторону. Пока остывает, приготовим форму. У меня есть вот такая небольшая металлическая форма. Она уже старенькая, но еще послужит. Беру пищевую пленку, ножницы, и сейчас будем выстилать дно этой формы пищевой пленкой. Нужно так вот, чтобы конец один остался подлиннее, чтобы мы сверху могли накрыть потом суфле. И в длину еще один слой пленки. Формочку приготовили. Смесь желатина с ягодой достаточно подстыла, уже такая тепленькая. Будем ее взбивать. Взбивать ее нужно миксером примерно минут 10. За это время эта смесь превратится в пышную пену и поменяет цвет. Смесь взбилась. Вот такая вот густая стала пена. Цвет стал нежно-розовый. Взбивать достаточно. Теперь берем нашу форму и аккуратненько переливаем в нее взбитую клубнику с желатином.
накрываем сверху, чтобы не обветрилось. И вот в таком виде ставим на час в холодильник. Через час будем резать и украшать десерт. Прошел час, достала суфле из холодильника. Теперь его нужно достать из формы. Теперь нужно нарезать аккуратненькими кусочками. Посмотрите, какое получилось плотное суфле. Тянется во все стороны. Очень вкусное. Можно, конечно, и так оставить, а можно украсить. Я растопила на бане шоколад. Попробуем кусочки. Какие-то шоколадом украсить. Теперь у меня есть кокосовая стружка. Можно украсить кокосовой стружкой. А можно в сахарной пудре. Но сахарная пудра, она очень быстро тает на таком суфле. Поэтому нужно смешать 1 столовую ложку сахарной пудры с 1 столовой ложкой крахмала. И тогда пудра не будет растворяться сразу на суфле. Вот таким образом. Вот такая красота у нас получилась. Друзья, это не только красиво, это необыкновенно вкусно. У меня это всего 2 ингредиента. Это замороженная протертая клубника с сахаром и желатин. Времени потратите всего час, и у вас замечательный десерт, который понравится и вашим детям, и взрослым в вашей семье. Приготовьте обязательно, не пожалеете. Ну что, друзья, я желаю вам приятного чаепития. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. Желаю всем здоровья, счастья, до встречи на моем канале.